Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости канала. Разнообразие телесных наказаний еще издревле шокировало своей бесчеловечностью и жестокостью. Что только не делали с узниками, чтобы добиться от них правды. Ломали ребра, четвертовали, поднимали на дыбу. Пытки на Руси были очень изощренными. Даже Запад переманивал славянский опыт по способам изуверских мучений. Расскажу о 5, пожалуй, самых страшных и изощренных из них. Вид казни назывался кипячение. Расправляться с врагами, варя их заживо, очень любил русский царь Иван Грозный. Сложно сказать, откуда появилась эта традиция на Руси. Скорее всего, казнь привезли еще в XIII веке войска Чингисхана. А уже с монголов русские владыки стали брать пример. Чингисхан не разменивался по мелочам. Однажды он сварил целое племя своих противников в 70 огромных котлах. На Руси столь массово людей не варили. Иван Грозный предпочитал действовать более точечно, и количество казненных шло на десятки и сотни, но не на тысячи. Однако заправка котлов могла быть разной, в зависимости от настроения правителя. Осужденных могли подогревать в воде, масле или же в вине. На такую казнь, как правило, отправляли изменников-бояр, чуть реже казнокрадов. Несчастного человека помещали в огромный котел, руки его приковывали тяжелыми металлическими браслетами, после чего под котлом разводили огонь. Котел мог нагреваться около часа, и смерть осужденного была мучительной. Человек просто варился заживо на медленном огне. Пытка подвешивания за бок. Вид смертной казни, при которой в бок жертве вонзали железный крюк и подвешивали. Смерть наступала от жажды и потери крови через несколько дней. Руки жертве связывали, чтобы было невозможно самостоятельно освободиться. Такой пытке подвергали мятежников. Существовал и так называемый женский вид наказания. Им делали сквозное отверстие в груди и, продев в раны веревки, подвешивали на перекладинах. Рядом с мучеником нередко стоял толмач, разъяснявший зевакам, за что наказывается человек. Такая пытка заканчивалась смертью. Люди умирали от болевого шока и потери крови. Поднятие на дыбу. Это пытка на Руси, которая применялась с особой жестокостью. По-другому такое телесное наказание называлось русской виской. Дыба – это орудие пыток, которое применялось для растягивания тела человека. Вследствие этого мягкие ткани разрывались, конечности выпадали из суставов. Узник испытывал невыносимую боль, поэтому часто жертва признавалась во всех преступлениях, даже которые не совершала. На Руси данный вид казни появился в XIII веке. Узника привязывали за ноги и за руки к 2 столбам, которые были соединены перекладиной. Постепенно тело начинали растягивать до тех пор, пока не вывернутся руки. Время висения определялось каждый раз по-разному, и человек мог подвергаться такой пытке от нескольких минут до 2 часов. Все зависело от того, признавался он в содеянном или нет. Крайне распространено такое телесное наказание было при правлении династии Романовых. Когда на троне был Петр I, на дыбе вешали взбунтовавшихся в 1698 году стрельцов. Причем им не просто выворачивали суставы, но также били кнутом. Разрывы сухожилий были частым явлением. В результате наступал болевой шок, и узник падал без сознания. Пока он не приходил в себя, пытку прекращали. После этой экзекуции человеку вновь вправляли все суставы, и он продолжал жить и работать. Еще один жесткий метод наказания – батаги. Заключенного избивали толстыми прутьями, на которых был обрезан конец. Они и назывались батагами. Данное телесное наказание было особо популярно при Иване Грозном. Прибегали к нему за разные нарушения: за неправильное обращение к хозяину, царю или, например, мелкое воровство курицы. Жертву клали лицом вниз на землю. На шею садился один человек, а другой на ноги, чтобы приговоренный был полностью обездвижен. Палач брал 2 кнута в руки и начинал бить человека по спине до тех пор, пока не услышит правду. Пытка также могла быть продолжена, пока узник не выдержит все назначенные удары. При Иване Грозном таким образом наказывали за пьянство. Также выпивох могли заковывать в кандалы и окунуть головой в ледяную воду или посадить голыми на муравейник. Но и, пожалуй, самая жестокая, на мой взгляд, пытка – прогулка вокруг столба.
Хождение по кругу только звучит безобидно. На деле это кровавый и бесчеловечный способ убийства. Суть его была в следующем. Посреди двора в землю вбивали деревянный столб. Осужденного выводили во двор и раздевали по пояс. Затем несчастному вспарывали живот. Оттуда доставали кишку и прибивали ее гвоздями к деревянному столбу. После чего человек должен был ходить по кругу, наматывая свои внутренности на столб. Чтобы человек не сопротивлялся, за ним по пятам шел стражник. Такой способ казни применялся на Руси редко. Вероятно, он был позаимствован у викингов, или, как тогда говорили, варягов. Нередко это была ритуальная казнь или даже самоубийство жрецов. Престарелые служители культов съедали галлюциногенные травы и коренья, а после самостоятельно наматывали внутренности на столб, якобы принося себя в жертву языческим богам. Но осужденным на прогулки вокруг столба на Руси обезболивающих средств не предлагали, поэтому люди могли часами оставаться в сознании. Умирали они чаще всего от болевого шока или заражения крови. Вот такими страшными были пытки в древние времена на Руси, и это только часть из них. На этом у меня все. Если видео было для вас интересным, ставьте лайк и не забывайте подписаться. Спасибо за просмотр.